Доброе время суток, дорогие рукодельницы. Меня зовут Настя, и сейчас мы с вами посмотрим, как можно связать такую шапочку по голове. Цвет у меня номер 8, я забыла видео озвучить. Это цвет Color вот номер 8. И еще раз скажу, это катон мерино от Drops. Такую пряжу можно найти в магазине «Мир вышивки». Внизу будет ссылочка с промокодом нашего канала «Клубок». ОК большие в конце буквы. Я все внизу пропишу. И также будет ссылочка на видео, как пройти в библиотеку, хотел сказать. Как пройти на этот сайт. И, в принципе, я там сделала такой путеводитель по сайту, да, и как вам сделать так, чтобы оформить ваш заказ так, чтобы получить скидочку в 10%. К уже имеющейся, если у вас есть, то еще 10% будет от нашего сайта. Итак, смотрим, как вязать эту шапочку. Да, и не сказала там, значит, на 60 размер я набираю 120 петель. Кому нужно провязать размер 55-58, нужно будет набирать 112 петель. Итак, смотрим, как вяжется шапочка. Приятного вам просмотра. Я буду вязать свою шапку из катон мерино от Drops. Здесь у нас в составе 50% шерсти и 50% хлопка. Рекомендуют нам спицы номер 4 в 50 граммах 110 метров. Я буду набирать на спицы номер 3, это фабричный край буду делать, и спицами номер 3,5 буду вязать. Мне нужно на мой размер 120 петель, соответственно, для фабричного края ровно в половинку я буду набирать 60 петель. Ссылочку оставлю внизу, как делать фабричный край, но все же с вами каждый рядочек пройдусь вместе. Итак, набираю 60 петель для фабричного края. Со вспомогательной нитью. Нить я взяла, нужна гладкая нить, и я взяла Alize Divo. Ниточку вспомогательную я уже отрезала, значит, и начинаем первый ряд. Делаем накид, лицевая, это первый ряд. Удваиваем наши петли, тем самым мы возвращаем наше изначально задуманное количество петель. Да? Я свои 60 провязываю через накид, у меня будет 120 петель. Первый ряд накид, лицевая, накид, лицевая. Первый ряд фабричного края. Второй ряд будем накид провязывать изнаночной петлей, самой обычной, не скрещенной. Изнаночная петелька, лицевая, которая у нас, мы ее будем снимать. И снова изнаночную провязываем, лицевую снимаем. Нить у нас за работой. Изнаночную провязываем, накид провязываем изнаночной, лицевая снимается, нить за работой. Это второй ряд. Лицевую мы будем снимать нить за работой, накид провязывать изнаночной петелькой. Второй ряд. В третьем ряду наоборот будем снимать изнаночную теперь, лицевую будем провязывать. Изнаночную снимаем, нить перед работой. Это третий ряд. Лицевую провязываем. Изнаночную снимаем нить перед работой, лицевую провязываем. Не очень хорошо видно, я думаю, сейчас будет намного виднее, когда мы уже выйдем в круг. Это третий ряд, и в четвертом мы уже войдем в круг и выйдем на резиночку 2 на 2. И в четвертом ряду мы сейчас будем выходить уже на резинку 2 на 2. Значит, первый у меня изнаночный, да, и меняю спицы. Вязала на трешечке, теперь 3,5. Первую провязываю изнаночную, она у меня так и лежит изнаночная. Потом идет лицевая и изнаночная. Вот их нужно поменять местами. Лицевую с изнаночной нужно поменять. То есть изнаночную ставлю впереди лицевой. Как угодно, можете со вспомогательной палочкой, с маркером поменять эти петелечки. И получается изнаночную я провязываю следующую. И 2 лицевые у меня уже готовые лежат. То есть вот она, получилась пара первая. 2 изнаночные, 2 лицевые.
Опять провязываю изнаночную, и следующую лицевую с изнаночной я должна поменять местами. Можно это сделать так: 2 перекинуть на правую спицу, лицевую петелечку поднять первой, сзади подхватили изнаночную, это несложно, и поменяли их местами. У меня одна изнаночная провязана, теперь я вторую изнаночную, значит, провязываю, 2 лицевые у меня остаются. Провязываю лицевые и так далее. Еще раз напомню, что внизу будет урок, как переходить, как вязать фабричный край, да, и как переходить на одну или другую резинку. Вот я должна в 4-м ряду сейчас перейти на резиночку, потом снять вот эту вспомогательную ниточку. В 4-м ряду я вышла на резиночку 2 на 2. Теперь можно освободиться от вспомогательной нити. Я думаю, что если кто не знает, посмотрит видео, которое будет внизу, я оставлю ссылочку. А кто знает, я не буду уже сосредотачивать ваше внимание, да, потому что многие уже умеют. И вот эту ниточку потом нужно будет выдернуть. И продолжаем дальше вязать резиночкой 2 на 2. Провязали резиночку. У меня резиночка равна 7 сантиметрам. И этого достаточно будет. Теперь нам нужно выйти в основной узор. У нас начало ряда начиналось 2 изнаночные, 2 лицевые. 2 изнаночные, 2 лицевые. Вот чуть-чуть раньше переместите на пару лицевых. Ничего страшного, ряд у нас круговой просто поменялся. Теперь начинаем основной узор. Он состоит из 8 петелек. Первые 2 будут у нас лицевые, так и останутся. 2 лицевые и дальше 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Собственно, это весь раппорт. 2 лицевые, 6 изнаночных. Снова повторяем раппорт. 2 лицевые, 1, 2, 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть мы просто, получается, меняем одну полосочку, которая у нас была лицевая, между 2 полосочек лицевых, вот середочки, которые у нас тоже становится, переходим в изнаночные петельки. 2 петельки меняем на изнаночные. И так продолжаем до конца ряда. 2 лицевые, 6 изнаночных. И подхожу к концу ряда, у меня последние 2 лицевые, и должно закончиться 6 изнаночными. И дальше по кругу продолжаем вязать в том же духе. У нас будет всегда в начале ряда 2 лицевые и 6 изнаночных. 2 лицевые и 6 изнаночных до конца ряда. То есть повторяем все. Вяжем по рисунку на высоту шапочки. И позже я к вам вернусь, чтобы вместе ее закрыть. Так, у меня 6 изнаночных должно быть. И дальше повторяем. 2 лицевые, 6 изнаночных. И на протяжении всей высоты шапочки. Теперь провязали шапочку на высоту, мне нужно 18 сантиметров. Если кто вяжет на 55-58 размер, 16 сантиметров. Давайте проверим. Так, у меня 17,8. 18 сантиметров достаточно. Почти 18. Теперь что мы делаем? Вот у нас начало кругового ряда. Я 2 лишних провязала, чтобы не убежал маркер. Вот так у нас начинается ряд. Что мы делаем? Одну изнаночную обратно возвращаем. Она нам сейчас нужна будет для закрытия. И поступаем следующим образом. Вот 2 изнаночные, которые рядом стоят с лицевой дорожечкой. Вот лицевая дорожка из 2 петелек и 2 изнаночные по краям. Вот с этими петлями сейчас будем работать. Убавки будем делать следующим образом. 2 вместе с наклоном вправо лицевой. Берем изнаночную и лицевую петлю вместе. За переднюю стеночку провязываем 2 вместе. У кого бабушкины, переворачивайте стеночки. Следующую лицевую будем провязывать за заднюю стенку. У меня классический, я переворачиваю. И провязываем вместе лицевую с изнаночной за заднюю стеночку. Дальше идут изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. Это у нас раппорт узора нашего. Не узор, а убавок, да, так получается, что в этом ряду у нас мы по 2 петелечки возле каждой дорожки из лицевых мы будем убавлять. Подошли снова к лицевой дорожке, перед ней 1 изнаночная, делаем 2 с наклоном вправо, 1 лицевой, подтягиваем. А теперь в другую сторону 2 с наклоном влево,
подтягиваем и 4 изнаночных. Продолжаем так убавлять до конца ряда возле каждой дорожечки лицевой. Заканчиваю первый ряд убавок. Во втором ряду никаких убавок и в четвертом не будет. Будем вязать просто по рисунку. Вот у меня начало кругового ряда 2 лицевые и 4 изнаночные. Это у нас второй ряд, вяжется без убавок. 4, 6, 8, 10 также будут вязаться без убавок, просто по рисунку. Что видим, то и вяжем. В данном случае в этом ряду, во втором, 2 лицевые, 4 изнаночные. Второй ряд у меня заканчивается, подхожу к третьему ряду. Остается 1 изнаночная. Мы пока маркер снимаем, 1 изнаночную перекидываем на левую спицу с правой. Она нам нужна для того, чтобы делать наши убавки. И таким же образом, как и в первом ряду, точно так же будем поступать. Изнаночная стоит с лицевой рядом. Вот за лицевую хватаем вместе с изнаночной, ее будем провязывать лицевой петлей. С наклоном вправо подтянули. Следующая у нас лицевая с изнаночной. Мы их переворачиваем. Если у кого бабушкины, значит у вас так они, наверное, лежат. И за заднюю стеночку с наклоном влево. 2 убавочки мы сделали. С обеих сторон у нас убавки. Теперь у нас 2 изнаночные идут. И снова 2 вместе с наклоном вправо. Подошли к осе. Да, вот не к осе, к полосочке из 2 лицевых. И 2 вместе с наклоном влево. Снова 2 изнаночные. И опять будем делать убавки. И так по всему кругу. Да? Вот у нас 4 так оставляем и по 2 провязываем. Третий ряд провязали с убавками, перекинули маркер. И теперь четвертый ряд вяжем по рисунку. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Вяжем самостоятельно. Четвертый ряд подходит к концу. 1 изнаночная остается. Я ее перекидываю на левую спицу. И начинаем в пятом ряду снова убавки делать. Точно так же, как и в первом и в третьем ряду. 2 вместе с наклоном влево. И еще раз. Ой, простите, вправо, да? И 2 вместе с наклоном влево. Заметьте, у нас теперь в этом, в пятом ряду все будут лицевые. У нас прям следом идет изнаночная с лицевой. Лицевые вот у нас. Мы под лицевые убираем изнаночные петельки. 2 вместе с наклоном вправо. Чередуем 2 вместе с наклоном влево. У нас весь ряд так будет убавляться. Так, у меня 1 петелечка осталась, мы ее сейчас. И так весь ряд до конца. У нас останутся только лицевые петли. Изнаночные мы все от изнаночных избавились. И вот снова я пошла. Изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная передо мной. Видно, да? 2 вместе с наклоном вправо и 2 вместе с наклоном влево. В пятом ряду мы избавимся от всех изнаночных петель. Продолжаем до конца ряда. Пятый ряд провязали. У нас, получается, все лицевые петельки остались. Изнаночных больше нет в пятом ряду. Шестой ряд мы ничего не убавляем, просто вяжем лицевыми петлями. Теперь седьмой ряд. Седьмой ряд будет с убавками. Просто вяжем по 2 вместе с наклоном вправо. Если вам удобно с наклоном влево, если бабушкина, то, пожалуйста, без разницы. То есть убавляем по 2 петли. Седьмой ряд. Продолжаем делать убавочки. У нас все лицевые петельки остались. Я перешла уже на такие вот носочные спицы. Просили показать, что это за спицы. Вот поближе этикеточка. Здесь 3 штучки. Мне вот было бы удобно, если была бы 4-я. Потому что я вот сейчас держу на 3 спицах, а 4-я у меня просто 40-сантиметровая для шапок. Ну вот удобно, если было бы 3 и 4. То есть, если купить второй набор, то очень даже удобно. А на 2 спицах держать и 3 вязать не совсем удобно. Ну, это лично мое, да. Может быть, кому-то будет удобно. Просили показать, я показала. Итак, 7 ряд провязываем по 2 вместе. 8 ряд вяжем по рисунку все лицевые петли. Встретимся в 9 ряду. 8 ряд у нас связался без убавок. И теперь в 9, это последний ряд, я буду делать убавки. У меня 15 петель осталось, соответственно, у меня по 2 не будет. У меня 14 делится пополам, это 7 раз я буду убавлять. И 1 петлю просто оставлю. У меня получается 7 убавочек. Да? У кого-то, кто вяжет на меньший размер, меньше количество петель,
у кого 112, да, у вас сектора на один сектор, вот этот вот на один раппорт поменьше. И поэтому у вас там будет петелек меньше, и это не страшно, это нормально, да? То есть у вас раньше закончится, просто убавочки будут раньше. Сколько там останется последних, просто замкните в круг, да и все. Вот я делаю последние убавочки. У меня одна петля будет просто не провязана. Не очень удобно под камерой. 2. Вот она у меня. Я 7-й раз по 2 петельки провязываю. И одна у меня без пары осталась. Я ее просто провязываю. Это у нас 9-й ряд. В 10-м ряду я провяжу просто все лицевые петли. Вот у меня осталось последних 8 петель. Я просто их сейчас соберу на ниточку. Кончик отрезала. И у меня, кстати, от моточка еще практически весь остался. То есть от второго моточка мало ниточки ушло. Можно даже, кто желает, шапку с отворотом связать из 2 моточков. То есть меньше 100 грамм. Да? Все это собираем сейчас и заправим ниточку внутрь. Сейчас покажу, какая получается макушка. Так, вот я собрала все петельки, надо собрать, и ниточку туда внутрь. Там сделаем узелочек, закрепим ниточку, и сейчас покажу, какая макушка получается. Вот такая красота. Все, на этом я заканчиваю наш урок, так сказать. Вяжите шапочку с удовольствием, дарите близким, любимым. С вами была Настя, пока.